Клянусь, что буду всегда заботиться. Сделаю тебя самой-пресамой счастливой в мире. Дурик. Судьбу Махандзюня можно назвать самой трагической из всей семерки монстров Шрека. Как мы знаем, все без исключения стали богами и поднялись в божественное царство. У каждого была пара. Даймубай был Джуджуцин, у Оскара с ним Ранрон, ну а Тансан с Сяову. А что насчет Махандзюня? Он сам поднялся в божественное царство или же вместе со своей женой Байчинсянь? Пользуясь возможностью, хочу попросить вас поддержать это видео на канале и последующие. Это можно сделать лайком, комментарием и подпиской. В последнее время не ясно, стоит ли продолжать делать видео по Боевому континенту 2, из-за того, что их мало смотрят. Ваша активность покажет, стоит ли продолжать это дело. Большое спасибо. За исключением Тансана и Сяову, все остальные в основном являются божественной силой второго уровня. Это доказывает, насколько талантлива вся команда. Но среди этих 7 человек есть один, который не был счастлив после того, как стал богом. И это Махандзюнь, потому что он не смог взять своих родных в божественное царство. Как это ни печально, но Байчинсянь осталась на боевом континенте и умерла в одиночестве в мире смертных, что стало болью всей жизни Махандзюня. Он сожалел о том, что так вышло, и кажется, его история самая грустная. Но почему Махандзюнь, став богом, не смог забрать с собой и свою жену Байчинсянь? Тансан, например, помог своим родителям Танхао и Аинь стать богами. Все дело в том, что Махандзюнь стал богом второго класса, а сама Байчинсянь не была достаточно талантлива, чтобы унаследовать положение какого-то бога. Это все меняет. Бог уровня короля или бог первого класса имеет право взять с собой в божественное царство своих родных, но тоже ограниченное число людей. Вот почему Тансан мог позаботиться о своем отце и матери, которые живут и до ныне, как боги. Согласно оригинальной книге, из-за того, что Махандзюнь не смог принять испытание бога огня первого уровня, он сказал, что раньше недостаточно усердно работал, что привело к окончательному провалу испытания. Он выбрал испытание второго уровня бога Феникса, и он успешно получил положение бога. Но боги второго уровня не могут привести родственников, у которых недостаточно развития, в царство богов. Поэтому Махандзюнь не смог привести свою жену Байчинсянь в божественное царство. Оставаясь навсегда на континенте и будучи разлученной со своим мужем, она может только состариться и умереть. Это заставило Махандзюня постоянно сожалеть об этом, и это стало болью всей его жизни. Однако интересно, что даже спустя 10 тысяч лет потомки Махандзюня и Байчинсянь живут на континенте. Например, скоро появится Ма Сяотао, которая имеет дух злобного огненного феникса и носит фамилию Махандзюня. Он так любил свою жену Байчинсянь, что даже спустя 10 тысяч лет каждую секунду винил себя за то, что недостаточно хорош, чтобы унаследовать положение бога первого класса. Действительно, автор поступил довольно жестоко с Махандзюнем, который навсегда расстался со своей любимой. Возникает вопрос, почему Тансан не помог своему другу и не взял Байчинсянь в божественное царство? Как уже упоминалось, боги могут забрать с собой лишь родственников, но Тансан и так помог Махандзюню с божественным наследием бога огня. У Махандзюня духовный атрибут – это огонь. По идее, он идеально подходит на положение нового бога огня. Это бог первого уровня. Его испытания труднее, нежели у бога второго класса. Махандзюнь не справился, но решил также попробовать пройти испытание бога Феникса. Интересно, что изначальный бог Феникс – верховный король-бог, как и бог-дракон. Но положение бога Феникса Махандзюня не то же самое, что и изначального Феникса. Духовные звери подавляются в божественном царстве. Поэтому теперь позиция божественного зверя – это только бог второго класса, как богиня-кролик Сяову. Провалив оценку бога огня первого класса, почему Махандзюнь не остановился, решив остаться жить на боевом континенте вместе со своей женой Байчинсянь, как обычные смертные мастера? А как бы вы поступили на его месте? Унаследовать положение бога или жить как обычный человек со своей любовью в мире смертных? Вероятно, если бы это были Тансан и Сяову, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Тансан отказался бы от божественности, чтобы остаться с Сяову навсегда. И то же самое касается Даймубая и Оскара. К тому же все друзья Махандзюня поймут, если он решит попрощаться с ними, чтобы жить с Байчинсянь. На самом деле, есть объяснение, почему Махандзюнь не остался на боевом континенте. Если бы Махандзюнь должен был выбирать между чувствами и становлением богом, он определенно выбрал бы Байчинсянь. Причина, почему он стал богом второго класса и оставил ее, вероятно в том, что Махандзюнь не знал, что бог Феникс, которого он унаследовал, был богом второго уровня. Он не осознавал этого до тех пор, пока не унаследовал его, но в конце концов не было времени для сожалений, и он мог подняться только один. Виновен ли Махандзюнь, что не смог стать богом первого класса? Согласно новелле, он изо всех сил боролся за место бога огня, но по какой-то причине терпит неудачу.
Все-таки испытания бога первого класса не такие простые. Даже Тансану приходилось нелегко с оценкой морского бога, и несколько раз он был на грани провала. Вместо наследия бога огня Ма Хэнцзюню предлагается место бога Феникса. Его быстро утаскивает в божественное царство, оставляя Бай Чинсянь стоять в одиночестве, которая хотела, чтобы он просто остался с ней. История и правда довольно грустная. Что можно сказать? Дурацкие правила божественного царства, что боги второго класса не могут взять с собой даже жену. А что вы думаете о такой трагической истории Ма Хэнцзюня и его жены Бай Чинсянь? Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы они вместе жили в божественном царстве. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.